Ты еще и с биркой, дорогой. Добрый вечер. Ну, глаза вот у него такие какие-то супер мутные, но это ему вкололи снотворное. Это они еще приоткрылись, они были хуже намного. Да, давайте посходим. Слушай, я сомневаюсь, что он тоже его переворачивал, потому что та сторона прям вся... Ну, вот же он же, исходя из чего-то, сказал, что у него открытый перелом таза. Может, он просто увидел рану и решил, что Там это же как бы устроено открытый всё. перелом. Вы же видели внизу вот это? Мы открытых переломов не видим. Это при всем очень аккуратно ставим. Положительно, что-то может быть аккуратно делать. Вот можно утилизировать. 2 суток прошло. Ну тогда понятно. Ну, вот так трясётся. Нужно будет, возможно, подудалять. УЗИ сегодня сделали первичное. Там, ну, судя по УЗИ, визуальная диагностика, что он не похож прям на старого древнего пса. Или кастрированный. Да, нет. Кастрированный. Очень хорошо. Поэтому... Двое суток прошло. Ну тогда понятно. Ну, вот так трясётся. Я пошел. Ты, конечно, выглядишь такой вот грозно, товарищ. Да. Клык торчит. Точно цельненькие. Угу. Вот. Получается, Желудок выглядит странно только лишь потому, что это левая латеральная проекция, не совсем специфична для брюшной полости. Итого, пока мы видим оторванный хвост. Оторванный хвост. Значит, это все хорошо, есть признаки гиповолемии. По брюшной полости в целом визуально тоже все хорошо. Пока только оторванный хвост и заседированная глубоко собака. Порошечно то ли побили, то ли что. Просто если бы ему электричка прилетела в голову, боюсь, что зубами бы мы не отделались. То есть это еще и на электричку перестает теперь быть похожим. Непонятно. Может его поднять. Просто как-то оно прям слишком проникающе туда, электричка. Ну, я тоже на самом деле не могу понять. Даже если его электричка волной сносит, бы она отбросило. Интересно. идет хорошо. Может, головой отскочил, ударился об рельс. Ну, попьешь. Хорошо. Мы чуть-чуть немножко можем пить, но кушать пока мы отказались. Может, тебе курочки сварить? Мы ему и курочку предлагали, у нас тут вариантов много. Нет. Курочку можно по чуть-чуть. Ну, их там, видишь, местные подкармливали, говорят, что кормили мясом. Ну, что-то там в пятерочке покупали, что-то было. Вот, ты хорошо как пьешь. Так, если мы берем отсюда, и шею, да, мы еще посмотрим? Вообще. Вот так, значит, идем. Ну, как он что-то даже сам хочет, там пытается как-то. Он как будто бы хочет, он порой кидается на еду, но не ест, как будто боится, не знаю. Вот так.
так вроде ничего. Ну вот, открывается. Вот, ну пока, естественно, угроза сепсиса большая, и понять, куда это все дальше пойдет у него. Ну, пока 2-3 дня ждем, хотя бы рано чуть-чуть очиститься на обработках, а дальше уже хирургию смотреть, обрезать, удалять. Лоскут хорошо, пока жизнеспособно выглядит, можно будет хотя бы закрыть часть дефекта. Пока он там, у него хорошая зона кровоснабжения, вот, поэтому здесь все в целом неплохо. На выгульник. И воротник. И мы даже ходим. Конечно, неделю его воротник бесит. Он боится с воротником, но снимать его ну, вот так вот, да? Класс. Погуляли. Но мы знаем, что он ходит. Он ходит, он вот так вот сюда выйдет, описывает и уже идет к себе на место. У него все очень четко. Он так 2 раза сделал. Не вытерпел. Зачем он это делает, когда никто не видит? Ну, конечно, тихоря. И пошел. Ну и отлично. Сейчас рано обработаем. Выпустить тебя, пошел бы ты куда-нибудь, да, гулять? Конечно. Давай походи немножко, погуляй. Нормально он там пошел вообще. Ему эти поддержки что-то походу тоже особо нафиг не нужны. Только чтобы его нести туда-сюда обратно. Матвей, блин. Как ты почесал-то? Только не ложись здесь, не ложись. Пописай, молодец. Молодец какой. Ай, молодец. Надеюсь, ты не в свой... А ты какаешь, да? Результат. И уже так бодренько и быстренько. Ой, зайчик. Ты шустрый такой стал. Сколько я тебя несколько дней не видела. Ты уже такой шустрый. Ничего. Давай ходи гулять. Прогулку вечерним, акционным. Да. Писаешь. А ты вот туда, куда надо писаешь, или ты прям под... Не-не, он куда надо писать. Вот он наш, скажи, вечерочек, да? Мы с тобой вышли погулять, тебе у нее, смотрю, шлейку подписали. Как ему важно и как ему нравится ощущать запах. Вот это то, что значит действительно такой пес, который привык к улице, и ему все это, правда, очень важно. Понюх. Пошел. Не ложись. Не ложись. Ну, зачем эти поддержки? Понять, кто тут рядом, что тут есть. Смотрите, как ходит уже. Прям как будто и всегда так и было, да? Писаем мы еще пока как девочки, потому что лапа болит. На одной удержаться нельзя, поэтому вот так. Ну скажи. Главное ты... Что, пойдешь, нет? Ты сам только пойдешь. Матвей. Ай, молодец. Надеюсь, ты не в свой...
А ты какаешь, да? Тебе просто день счастья. Ты сегодня какаешь просто раз 5-й уже за сегодняшний день. Столько он сидел, блин, в клинике, конечно. Блин. Ну, молодец, ты колпак вот снял. А я сейчас пулей только вылетит. Смотри, как он... Давай, ходи гулять. Прогулку вечерним, акционным. Да. Писаешь. А ты вот туда, куда надо писаешь, или ты прям под... Не-не, он куда надо писает. Ну, писун там, мне кажется, попал прям туда. Пошел. Не ложись. Давай, вставай. Надо встать. Матвей, вставай, пожалуйста. Вставай.